Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами простыми и вкусными рецептами из кабачков. Предлагаю приготовить котлеты из кабачков без муки и крахмала. Подготовим овощи. Цукини я натираю на крупной терке. У меня цукини очень молоденькие, поэтому с них я не срезаю кожицу. И точно так же на крупной терке натираю капусту брокколи. Сейчас уже на мелкой терке я натру морковь. Мелко порежу перец чили. На мелкой терке натру чеснок. Овощи солю. Здесь у меня примерно 1,5 чайной ложки соли, но, конечно, соль добавляйте по вкусу. Хорошо перемешиваю. Итак, оставляю овощи, чтобы они постояли и пустили сок. Примерно минут на 20. Соус на основе сметаны. Здесь у меня примерно 150 граммов сметаны. Натру сюда небольшой зубчик чеснока. Добавлю немного порезанной зелени петрушки. Соль, немного белого перца и чуть-чуть смеси итальянских трав. Все делаем по вкусу. Хорошо перемешиваю. И соус у меня уже готов. После того, как овощи постояли, посмотрите, сколько сока они пустили. И сейчас весь этот сок надо отжать. Я подготовила миску, сверху застелила полотенце и отправляю сюда овощи. Все отжимаю. Отжать надо именно хорошо, с усилием. Овощи перекладываю обратно в миску, добавляю яйца, добавляю хлебные сухарики, сыр чеддер и все специи. Черный перец. Хорошо все перемешиваю. И тесто для оладьев уже готово. Я включила разогреваться сковородку и наливаю растительное масло. Из овощной массы формируем оладьи, или такие, можно сказать, котлетки. Хорошо сжимаем тесто, отбиваем в руке, чтобы масса хорошо соединилась. Получаются вот такие очень симпатичные оладушки. Сформированные оладьи выкладываю на разогретую сковородку. Сразу огонь делаю тише. Жарим оладьи на среднем огне. С каждой стороны примерно по 3-4 минуты. Когда оладьи перевернули, закрываем сковородку крышкой и готовим со второй стороны под закрытой крышкой, чтобы они еще хорошо проготовились внутри. Посмотрите только, какая красота получается. Я сейчас сняла крышку, оладьи уже готовы. Я сейчас просто хочу их еще вот так слегка обжарить без крышки, чтобы получилась сверху вот такая очень красивая корочка. Буквально минутку. Первая партия оладьев у меня уже готова. И я их снимаю на тарелку с бумажными полотенцами. Аромат стоит просто потрясающий. Эти оладьи получаются очень нежные, ароматные. Подавать их можно со сметанным соусом. Это не только вкусно, но и очень полезно. Простой рецепт малосольных кабачков в пакете буквально за 5 минут. Для рецепта я использую цукини. Конечно, сюда прекрасно подойдут и кабачки. Разрезаю цукини на брусочки. Примерно вот такого размера. И теперь порезанные цукини перекладываю в пакет. Лучше всего использовать плотный пакет. У меня вот такой с зип-замком. Это очень удобно. Мелко порежу чеснок. Я использую 4 зубчика. Вы можете брать по своему вкусу.
Также я порежу примерно половину перца чили. Перец чили добавляйте по своему вкусу. Если вы не любите слишком острое, можете либо пропустить этот ингредиент, либо добавить меньше. Добавляю чеснок и перец в пакет и порежу пучок укропа. Причем вот эти толстые стебли я просто разрежу крупно, а остальной укроп режу мелко. Укроп добавляю в пакет. На полкилограмма цукини я беру пол столовой ложки соли. Также я добавляю несколько горошин душистого перца. Конечно, соль добавляйте по вкусу. Закрываю пакет и хорошо все перемешиваю, просто стряхиваю пакет. Это очень удобно. И теперь цукини я отправляю в холодильник примерно на 4-5 часов. И они будут просто невероятно вкусные. Следующий рецепт – это вкуснейшая кабачковая икра, которая не идет ни в какое сравнение с магазинной. Я буду использовать цукини, и также я буду добавлять один большой баклажан. Очищаю цукини и баклажан от кожицы. Если вы хотите делать чисто такую кабачковую икру, баклажан можно не добавлять, а добавьте еще цукини. Мне, например, очень нравится, когда вот такая именно комбинация вкусов получается. На мой взгляд, тогда икра получается просто великолепная. Обрезаю все хвостики, попки. Нарезаю средними кубиками. Если вы используете старые кабачки, у них такие толстые, невкусные, жесткие семена, обязательно их удалите. У меня цукини молодые, поэтому я полностью их нарезаю, ничего не удаляя. Перекладываю цукини в миску и также режу баклажан. Все овощи я немного солю, перемешиваю. Баклажан и цукини пустят сок. Им понадобится меньше времени для тушения. И также, если вы используете баклажаны, бывает, что они горькие. Если вы дали баклажанам постоять немного в соли, они потом горчить не будут. Мелко порежу несколько зубчиков чеснока. Порежу примерно половину перца чили. Конечно, чили добавляйте по своему вкусу. И также порежу репчатый лук средними кубиками. В принципе, нарезка здесь не так важна, так как все потом будем измельчать при помощи блендера. Я буду все тушить вот в такой глубокой сковороде. Наливаю растительное масло. Я использую оливковое, можно использовать любое. Сначала отправляю обжариваться чеснок и перец чили. Обжариваю буквально 1 минуту, чтобы перец и чеснок дали свой аромат. Теперь добавляю лук и обжариваю его до легкого золотистого цвета. И пока обжаривается лук, на крупной терке натру морковь. Ее также можно просто порезать, но натертая морковь обжаривается намного быстрее. Не забываем помешивать лук. Когда лук стал прозрачный и слегка золотистый, добавляю в сковородку морковь. Также все слегка обжариваю, чтобы морковь стала мягче. Морковь с луком обжарились, и теперь я добавляю томатную пасту. Конечно, надо использовать вкусную томатную пасту, тогда икра получится вкусная. Слегка ее обжариваю и смешиваю с луком и морковью. Добавлю специи, немного черного перца. Добавляю 1 чайную ложку сушеного чеснока и также обязательно добавляю немного сахара. 1-2 столовые ложки. Здесь вы должны ориентироваться по вкусу, какая у вас томатная паста. Овощи, кабачки и баклажан у меня постояли и пустили вот так много сока. Этот сок мне не нужен. Именно благодаря этому кабачки будут тушиться намного меньше времени. Не надо выпаривать этот лишний сок. Добавляю кабачки и баклажан в кастрюлю, слегка отжимая. Делаю огонь тише, хорошо все перемешиваю. И на среднем огне под закрытой крышкой буду тушить все примерно полчаса до мягкости овощей. Периодически все перемешиваю, чтобы овощи не пригорели.
Овощи стали мягче, они хорошо протушились. Сейчас кастрюлю я снимаю с плиты и всю массу хорошо пробиваю погружным блендером до однородности. Посмотрите только, какая красивая икра получается. Она уже сейчас такая довольно густая, ее не надо уваривать. Сейчас кастрюлю я возвращаю обратно на плиту. Икру надо хорошо прокипятить в течение 3-4 минут и довести до вкуса. Сейчас я добавлю немного лимонной кислоты, буквально четверть чайной ложки. Предварительно я ее разведу в небольшом количестве воды, чтобы не попадались крупинки. Развожу буквально в 1 столовой ложке воды. Вместо лимонной кислоты можно добавить 1 столовую ложку уксуса. Здесь уже как вам больше нравится. Перемешиваю. Также добавляю соль. Обязательно все надо пробовать на вкус. Если надо, добавляйте соль, сахар. Обязательно пробую. Вкус просто великолепный. Провариваю еще пару минут. Как видите, буквально за 30-40 минут готова икра. И она вот такая густая, очень ароматная и вкусная. Снимаю кастрюлю с плиты. Горячую икру раскладываю по заранее простерилизованным банкам. Банки стерилизуйте так, как вам удобно. Я обычно это делаю в микроволновке. Не забудьте также простерилизовать и крышки. Всего из этого количества ингредиентов получается чуть более литра готовой икры. Старайтесь накладывать таким образом, чтобы внутри не образовывались пустоты. Обязательно стряхивайте банку и старайтесь баночку наполнить до самого верха. Закрываю крышкой. Вот такая красота получается. От такой икры никто не сможет отказаться.